Как известно, 4,5 года назад, а именно 24 февраля 2022 года, страна-террорист Россия при поддержке лукашенковской Беларуси начала то самое подлое во всемирной истории варварское вторжение, которое кремлевско-лукашенковская телепропаганда стыдливо называет якобы спецоперацией, что в переводе с русскомерского на нормальный человеческий русский язык варварское вторжение, в ходе которого, к сожалению, многие сумчане и украинцы стали беженцами не только у нас в Украине, но и за рубежом в целом. А также за эти 4,5 года позорного российского вторжения страна-террорист Россия оккупировала всего единственный наш украинский областной центр, а именно Херсон, который был освобожден нашими украинскими защитниками и защитницами 11 ноября того же 2022 года. И за эти 4,5 года вашего российского вторжения я многое чего повидал и услыхал, а именно постоянные звуки сирен воздушной тревоги, которые за 4,5 года все никак не могут утихнуть, звуки ваших шахедов, кабов, искандеров и так далее. И спустя 4,5 года вашего российского вторжения я хочу обратиться ко всем россиянам с такими словами, о которых вам, россиянам, точно никогда не расскажут и не покажут как по вашему местному, так и федеральному российскому ТВ. Неуважаемые россияне, вы до сих пор верите, что путем войны можно вернуть Украино-российскую дружбу? Это только идиот может думать, что путем войны можно вернуть Украино-российскую дружбу. Но в реальности ваши попытки вернуть ту прежнюю Украино-российскую дружбу путем войны еще больше вызовет ненависть не только со стороны нашего украинского народа, но и всего цивилизованного мира в целом. Именно вы, россияне, за 4,5 года вашего позорного российского вторжения все никак не можете понять, что Украина — это независимое государство, а не Украина вашей 140-миллионной России, как наподобие Бурятии или Татарстана. Именно вы, россияне, за эти 4,5 года вашего позорного российского вторжения вы пытались погрузить нашу страну Украину в блэкаут, в холодные зимние вечера. Но, однако, знайте, россияне, что ваши попытки устроить у нас в Украине блэкаут не защитит вас и вашу страну Россию от нашего украинского возмездия. И за эти 4,5 года я до сих пор выучил звуки ваших шахедов, искандеров и кабов. Именно вы, россияне, привели к тому, что на вас и вашу страну Россию теперь смотрят как на мировое зло 21 века. Именно вы, россияне, привели к тому, что на вас и вашу страну Россию теперь смотрят как на мировое зло. Но уж точно никак не на братское государство. Теперь те звуки сообщений о сиренах воздушной тревоги и взрывах теперь слышат уже и в ваших российских городах. Не только в ваших приграничных Брянске, Курске или в Белгороде, но и даже в тех ваших российских регионах, которые за тысячи километров от моей родной Украины. Именно вы, россияне, привели к тому, что, разрушая мои родные Сумы и нашу страну Украину, вы привели к тому, что те же самые разрушения приходят и в ваши российские города. Именно вы, россияне, привели к тому, что звуки сирен воздушной тревоги уже воют не только в ваших приграничных Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях или в Краснодарском крае, но и даже в тех регионах вашей 140-миллионной России, где сирены воздушной тревоги и взрывов никогда не было. Именно вы, россияне, за 4,5 года до сих пор не можете понять, что Украина — это независимое государство, которое имеет свой национальный язык, валюту,
культуру и обычаи, которые вам на России никогда не понять ни в этом веке, ни через 1000 лет, ни даже на том свете, поскольку именно вы, россияне, привели к тому, что за 4,5 года вашего позорного российского вторжения в ваших российских кабельных сетях уже больше никогда не будут вещать наши украинские телеканалы, такие как 1+1 International, ТЭТ, СТБ, М1, Интерплюс, ICTV Ukraine и так далее. Именно вы, россияне, за 4,5 года вашего позорного российского вторжения навсегда и безвозвратно уничтожили те прежние и нерушимые украино-российские приграничные, экономические, торговые, социальные, транспортно-туристические и культурные связи, которые бы и по сей день соединяли бы два приграничных регионов, когда-то казалось наших братских государств. И напоследок я скажу то, о чем вам, россиянам, точно никогда не понравится. Мне не нужны ваши российские нефть, газ или золото. Я хочу только одного. Оставьте нашу страну Украину в покое и наведите порядок в вашій родной стране Росії. Не забудемо, не пробачимо, тому підписуйтесь на наш офіційний YouTube канал і тисніть нам вподобайки.